Когда говорят про Грузию, обычно вспоминают местную кухню, вино, знаменитое грузинское гостеприимство и много-много других приятных и колоритных вещей. И это неплохо, когда страна ассоциируется с чем-то светлым, вкусным и позитивным. Но за каждой туристической открыткой кроется своя, реальная и непридуманная жизнь. Так и в Грузии. И особенно это справедливо, когда речь идет о потребителях наркотиков, жизнь которых была до недавнего времени наполнена репрессиями, незаконными арестами и огромными тюремными сроками. Однако за последнее время в Грузии произошли видимые изменения в сфере реформы наркополитики. Об этом мы и хотим рассказать в нашем фильме. А сколько, получается, ты употребляешь? Лет? Лет. Очень много. В 69-м году я попробовала. Полтинник скоро. А как ты думаешь, почему вот люди и государство так не любят, ненавидят наркоманов? Чем они им мешают? Почему такая ненависть? Почему? Люди ненавидят только лишь потому, что им слишком долго и упорно внушали это. Они практически не знают, что такое наркоман. Как-то много лет назад я зашла в магазинчик. Хозяйка магазина. Что-то мы разговорились. Я не знаю, как мы на эту тему попали, не помню, ей-богу, давно. А высказала, что да, вот их надо сажать, это трали-вали, такие-сякие, раз такие. Я, естественно, в оппозицию стала, в общем. На сегодняшний день она одна из моих очень близких подруг. Когда я ей говорила, если меня сейчас посадят, она говорит, а ты что, с ума? Ты же желала это таким, как я. Почему, если одного ты кого-то увидела, и он был мерзавец, это же не значит, что все такие. Он и без этого был бы мерзавцем. Родился человек мерзавцем. История грузинской наркополитики – это бесконечный сериал со своими интригами и резкими поворотами сюжета. После безумных 90-х, в эпоху президента Шеварднадзе, в Грузии наступила некая стабильность и упорядоченность. Наркотики присутствовали на рынке, был достаточно репрессивный уголовный кодекс, однако власти делали вид, что такой проблемы не существует и особо ей не занимались. У нас, в принципе, наркополитика была такая же, как во время Советского Союза. Мы после Советского Союза ничего не меняли, то есть шла такая типичная война против наркотиков. И, в принципе, арестовывали всех, и потребителей, и реализаторов, и всех, кто как бы касался наркотиков. В 2007 году наш Миша Саакашвили, президент бывший, когда мы начинали строить новое государство, он, в принципе, сказал, что нулевая толерантность к криминалу. И мы все одобрили. Вот сказали, что давайте. Это было страшно, вот если честно сказать, вот в то время, когда вот объявили нулевую толерантность репрессивной наркополитики, мы ежедневно, если честно сказать, были под угрозой, что отнимут нашу жизнь. Нам показывали по телевизору, как воров и так далее в законе там арестовали и сразу же показывали людей, которые употребляли наркотики. Нам показывали, как их взяли типа ночью с дома в трусиках и так далее, и типа демонизировали вот так, что и вдруг мы начинали понимать, что шприцов уже нету в подъездах, и это было хорошо, типа мы вот наивно вот так думали, что вот Миша, вот нет уже наркоманов нету, мы их не видели. Ну, в принципе, потом очень поздно мы поняли, что очень страшное произошло. В принципе, либо все пошли в тюрьму, либо с передозом умерли где-то в подвалах, и мы их уже не видели и так далее. На утро пришли ко мне, то есть ждали меня, выжидали. Я, выходя из дома, заметила человека, но не поняла, что это ко мне.
И, выходя из магазина, ко мне подошли и сказали, что вы арестованы. Ну, один, короче, донес там, что я как будто продавал, да. Говорили, или дай нам, короче, ты из кого покупаешь наркотики, сдай кого, или отпустим. Короче, я говорю, идите, вы поймете, почему я вам должен быть, что я скажу. Ну, короче, я отказался от этого. И они за это $100 000 заплатил, короче. Две квартиры имели, одну продали, одну в банке засадили, короче. 5 месяцев мне пришлось ждать суда, то есть и за 4 аба субутекса, которого у меня не было, потому что в туалете никто не хранит. Тот, кто употребляет субутекс, он знает, что в туалете его хранить нельзя. И за это мне давали 15 лет. И пришлось заплатить 100 000 грузинскими рублями. В тот период это было $60 000. Это огромные были деньги, пришлось продать квартиру. Но если бы у меня не было квартиры, не было машины, 15 лет сидела бы в тюрьме, вышла бы, наверное, оттуда лет 65. Я вообще абсолютно не криминальный человек был, я не жил ни криминальной ментальности, у меня никакого с законом проблемы не было. Я был бухгалтер, финансистом, работал, у меня была моя работа. И вот однажды, да, как будто все перевернулось и разрушилось. Из-за того, что из-за моей болезни, да, когда меня поймали в 2009 году, 19 февраля, у меня, в принципе, и наркотиков при себе не было. У меня было 4 шприца, 1 миллиграммовой, так называемые инсулинные шприцы. И из этих 4 была оставлена кровь, который я вмазался, да, и просто не выбросил на улице, остался у меня в куртке, да. И когда я нашли, мне все равно легко было, думаю, что там 2 шприца, ничего не будет. Но когда мне предъявили обвинения и сказали, что это нарушение, которое я сделал, карается от 7 до 14 лет, это для меня был шок. В общем, когда меня арестовали, я была в ужасном состоянии, в смысле здоровья, то есть ломки, и плохо мне было. И максимум, что мне разрешали давать, это габапентин. Психологически это какая-то помощь, но остальное не было, ни заместительной терапии в тюрьме, ничего. И довольно-таки долго, 3 месяца мне было плохо, даже я ни о чем думать не могла. Потом после этого у меня был 5 лет условный. А когда у тебя 5 лет условный, ты всегда подвергаешься, так сказать, что за тобой всегда ходят полицейские, останавливают, увозят тебя наркологически. Это психологически было очень трудно, очень. Это репрессивная наркополитика нулевой толерантности убивал наше будущее, убивал наше передвижение, убивал нашу надежду, убивал нашу честь, убивал нашу здоровье. И еще самое главное, что самое ценимое у нас есть, убивал нашу жизнь. А потребители должны как-то за свои права бороться? А мы всегда боролись и боремся, просто результата нет. Результата нет, ты понимаешь как? Есть такое ощущение, что ты кричишь, а вокруг глухие. А тогда давно тоже можно это было делать? В 70-е? Нет. Нет. Но ты знаешь, тогда еще, когда ты как употребитель с 0 до 3, с 0 до 5, да, с 0, то есть всегда можно было там год-полтора. А когда здесь у тебя употребление героина, да, начинается с 7, это уже совсем другой компот. В ситуации с нулевой толерантностью по отношению к наркопотребителям власти использовали самые жесткие и бесчеловечные меры, а отношение к ним общества было похоже на охоту на ведьм. В тот момент невозможно было представить, что грузинские наркопотребители сами начнут бороться за свои права и станут открыто говорить о своих проблемах. Но если твой выбор – жизнь или смерть, вариантов не остается.
я видел тюрьмы, особенно карали людей, употребляющих наркотиков. Не убийц там, ни других. А если твоя статья была по наркотикам, особенно издевались, особенно карались. И я это испытал на себе, потому что у меня вид, так сказать, не хочу, но тип наркомана, да, не было. И когда они мою статью читали, да, это более большая агрессия. Как будто вот посмотришь, как будто нормальный человек, и смотри, тоже он наркоман. Да? Мы вынуждены были защищаться и как бы вот защищать свои права, защищать свою жизнь, как бы выжить. И так формировалось грузинское сообщество людей, употребляющих наркотики. Возникшее в то время движение и формирование сообщества наркопотребителей было естественным процессом, вызванным несправедливостью, связанной с государственной репрессивной наркополитикой, стигмой и дискриминацией со стороны общества. А последующее объединение сообщества сначала вокруг нового вектора, а потом вокруг Генпут, грузинской сети людей, употребляющих наркотики, запустило процесс изменений в стране. Если честно сказать, когда я вот начал 2003 года организации «Новый путь», первая организация, как бы, которая начал в стране первые программы снижения вреда с помощью Сороса, как бы, и я вот тот момент потерял все фактически в моем жизни, материально и так далее, и был очень сложный период. Я окончил медицинский институт, там чуть-чуть попрактиковал, ну как бы все завершался, и в этот момент я попал вот в эту организацию, честно говоря, куда шел, не знал, ну меня приняли в этой организации, и там осуществлялась программа обмен шприцев. Я изначально не все осознал, но постепенно догадался, что кто-то существует на свете, который люди или организации, которые вот заботятся о других. И мы, конечно, передал другим, что моим друзьям, моим близким, что такое место, вот вы удивитесь, и существует в этом мире. И так началось вот наше движение. Это был как бы объединение и борьба для выживания. В 2006 году в Грузии была создана первая организация наркопотребителей «Новый вектор». На тот момент уже всем было понятно, что остановить репрессии можно только с помощью мобилизации сообщества, а также активной борьбы за свои права и доступа к жизненно важным услугам. После того, когда с тюрьмы вышел, да, попал в то сообщество, наоборот, которое мне помогло. Руку потянул и поставил меня на ноги. Сейчас я пытаюсь другим помочь и их тоже поставить. Вот эта цепочка, если будет все сообщество и правительство будет в этом участвовать, то я думаю, что у нас будет гораздо лучшие результаты, чем сейчас. Так случилось, что вот встретила я Коте, нашего сотрудника, случайно где-то тоже у меня какая-то проблема, там я разбиралась, а Кота был бухгалтером там. И он вот предложил, что он работает он в такой организации, им нужны женщины, в принципе, и я с удовольствием, конечно, согласилась, и с тех пор я тут. В качестве инструментов для своей борьбы Генпут использовал все формы протеста, включая акции. И самая первая в истории потребителей наркотиков в Грузии акция была организована сетью в 2013 году, прямо у здания Министерства внутренних дел. Она была направлена против унизительной практики уличного тестирования на наркотики. Честно говоря, я считаю, что мы многого добились. Потому что 7 лет тому назад то, что происходило, и то, что происходит сейчас, это как небо и земля. И я считаю, что это наша заслуга, потому что мы много боролись за это, выступали во многих ток-шоу, принимали участие в парламенте, выступали, доказывали, что нельзя нас так вот постоянно держать под прессом, и что мы обыкновенные люди, которые можем создать много хорошего. Генпут смогли мобилизовать сообщество людей, употребляющих наркотики, и добиться многих важных результатов. Активисты сети первыми открыто заговорили о проблеме вирусных гепатитов и в 2015 году добились всеобщего бесплатного доступа к лечению гепатита С.
Они инициировали подачу нескольких исков в Конституционный суд по вопросам, связанным с наркотиками, и выиграли эти суды. При непосредственном участии Генпут в 2016 году была создана первая в стране и регионе национальная платформа по наркополитике, которая объединила более 40 участников и подготовила законопроект по декриминализации как потребления, так и хранения всех наркотических веществ в личных целях. Список позитивных изменений, которых добился Генпут, огромен. Благодаря их действиям Грузия начала поворачиваться в сторону позиции, при которой ценность имеет каждая человеческая жизнь, как и права, принадлежащие ей. В нашем движении был не только достигать целей, чтобы решать наши проблемы. Это не только наши проблемы. Мы всегда боролись за остальное общество. Мы члены этой общества. И борьба за справедливость – это общая борьба за справедливость, понимаете? Пока снимался этот фильм, мы стали свидетелями еще одной победы грузинского сообщества наркопотребителей. На протяжении последних 3 лет Генпут боролись за право своей регистрации с полным названием «Грузинская сеть людей, употребляющих наркотики». Однако Министерство юстиции требовало убрать из названия сети фразу про людей, употребляющих наркотики. Этим самым государство каждый раз отказывало им в праве на существование. Весной этого года Генпут выиграли дело о юридической регистрации сети с полным названием. 18 декабря 2018 года 15 учредителей сети наркопотребителей официально подали документы для регистрации в Министерство юстиции Грузии. И документы были приняты. Мы сейчас, отмечаем победу и поздравляем друг друга, потому что мы считаем, что это исторический момент. В Грузии зарегистрировался сеть людей, употребляющих наркотики. Наша сеть называется сейчас «Грузинские люди, употребляющие наркотики за гуманную наркополитику». Я чувствую сейчас радость и счастье, чувствую еще больше сил бороться за справедливость. Благодаря мобилизации и объединению сообщество наркопотребителей Грузии под эгидой Генпут смогло выжить в беспощадной войне с наркотиками. Эту войну развязало государство, поддержало общество. Однако люди, употребляющие наркотики, не просто выжили в этой войне, но и обрели свою силу. А это значит, что пришло время, когда голос сообщества будет услышан и на улицах городов страны, и в правительственных кабинетах. Почему-то алкоголь – это нормально. Почему? Алкоголь имеет меньшую зависимость, я вам скажу большую. Смотри, Потом, прости, я не видела человека, который бы умер от ломки. Я имею в виду летальный исход. Ты, наверное, в курсе, что очень много народа на похмелье от сердца умирает. Штаб-квартира движения «Белый шум» символично расположена на площади Свободы в самом центре Тбилиси. Это место сложно назвать офисом. Несколько комнат, в самой большой в углу кухонный островок, стоит кофейник. Ощущение, будто находишься в компании Google или Facebook. История движения «Белый шум» началась в 2013 году. И отправной его точкой стало дело музыканта и художника Беки Цикаришвили. Солнечным тбилисским днем Бека шел в гости к друзьям, и ничего не предвещало беды. Однако то, что произошло дальше, сделало имя Беки нарицательным, а улицы его родного города, Тбилиси, центром борьбы за права человека в Грузии. Бека не был связан с наркополитикой или активизмом, он был молодым артистом, работал в какой-то организации, у него была жена, он хорошо жил себе, и просто он курил траву, не больше. Его задержали на улице, потом обыскали его дом,
Очень это все плохо было, потому что все, когда вот жена Беки рассказывала мне вот эту историю, как они обыскивали дом, что они говорили эти полицейские, это был первый шок для них, как они поняли, что наркополитика вот так работает. И у него дома нашли марихуану, потому что он выращивал, и 70 граммов осушенной травы, да. Я был знаком с Бекой, я проработал на правительство тоже, я был советником по правам человека в администрации правительства, и я дал ему пару советов. Тогдашний мой совет был, чтобы согласиться на процессуальный договор, что ему предлагали, потому что ему предлагали, правда, хороший процессуальный договор. Но он не согласился. И он принял, то есть, правильное решение, что не согласился. Друзья Беки начали шуметь. Они говорили, что Бека не криминал. И вот в какой-то момент, в последний момент, кто-то сказал, что может там в Конституционный суд поедем и напишем жалобу, что вот этот закон против Конституции. А все посмеялись, что как же так? Не было такого у нас. Они написали это, и вот так Конституционный суд через 2 месяца уже выговор сделал, что да, этот закон является неконституционным. Подавать иски в Конституционном суде сейчас, в данный момент, это единственный инструмент в руке гражданского общества в Грузии, чтобы добиваться каких-либо больших перемен. Как ни странно, оказалось, что Конституционный суд Грузии абсолютно свободным оказался, в принципе, от каких-либо давлений со стороны государства, правительства и все такое. Какие-то решения Конституционного суда, в том числе с марихуаной, были политическими, и это было сказано правительством, и Конституционный суд это написал в своем решении, но факт остается фактом, что у нас есть выигранные дела на дезоморфин, у нас есть выигранные дела на марихуану, у нас есть, сейчас мы ждем на метамфетамин, на амфетамин, на бупренорфин, в принципе на все. И мы думаем, что Конституционный суд вынесет такое решение, потому что если откажет, да, тогда Конституционный суд отказывается от своей практики, то, что он сказал в предыдущих делах. Все поняли, что хорошо, Бека не идет в тюрьму. Из-за этого решения там сотни людей выходят из тюрьмы, там еще кто-то не пойдет. Это хорошо, это понимаем, но мы же все посмотрели, всю грязь, которая есть в этой наркополитике. Мы же все это уже хорошо знаем. И у нас есть вот это решение, вот такой момент. И у нас есть, мы можем спокойно дома пойти и сказать, что вот то, что мы для вас оставили, либо это продолжается. Или мы войдем в эту борьбу, потому что у нас... И мы начинаем с таким моментом, что мы уже выиграли там Верховный Конституционный суд. И мы сказали, что хорошо, начинаем работать для вообще глобальной наркополитики в стране. Вот так и получилось, что дело Беки и последующая за этим победа в Конституционном суде стала причиной появления идеи о создании общественного движения. А спустя какое-то время белый шум стал настоящим брендом в Грузии. К их требованиям стали прислушиваться как в обществе, так и на государственном уровне. Если пристально взглянуть на этот феномен, можно увидеть несколько базовых направлений, по которым развивалось движение «Белый шум». У нас был вот такой слоган, что никого не бросаем, и этим мы занимались. Да. Неважно, какое время дня или недели, или праздники, не праздники, выходные, не выходные, там, ночь, утро. Всегда есть момент, когда кого-то задерживают. И кто-то в опасности, или у кого-то передоз начинается, или паника там где-то, да. Они выходили на нас, и мы хотели это. Мы хотели, чтобы они выходили на нас за помощью. И мы сразу же выходили, там, группа там, людей, там, активисты, там, группа поддержки в отделениях, там, в центрах, где тестируют на наркоту, там, в домах, где там обыскивание идет. Мы выходили там с юристами, писали в Фейсбуке, и там кто-то там, волонтер, юрист, говорит, что я готов. Ну, мы даже не знали, хороший, нехороший, но пусть.
И вот так начинали все с камерами, журналисты тоже любили приходить. То есть мы начинали вот это все выводить, то, что было закрыто, то, что мы не знали, там, вот, общество даже не смотрело на это, да, это шло, вот наркополитика работала, но мы не смотрели на это, да, и даже семьи вот этих людей не говорили об этом, потому что стигма, да, вообще. Мы начали все это выводить, и вдруг люди, да, ну, в принципе, да, это плохо, вот, плохо, да. Самое главное, люди, которых мы спасали, они становились нашими героями, ну, нашими послами, нашими членами, сами становились активистами, и вот это так шло, и они привлекали новых людей, своих друзей, вот это так. И все уже поверили, люди поверили, что это Белишом сила. Люди, которые поддерживали Беку, принадлежали к самым разным общественным и социальным слоям и политическим движениям. От либертарианцев до феминисток. Именно это разнообразие и определило еще одно направление деятельности движения «Белый шум» – мобилизация. Ведь несмотря на разные взгляды, цель у всех была одна – справедливость и приоритет прав человека во всем, включая наркополитику. Мы ходили ко всем группам потребителей наркоманов, например, Гемпуд или там, не знаю, там люди, которые принимают как-то новый наркотик, там психоделик, не знаю. Просто вот так напрямую, открыто с обществом говорили. И вот так мы ходили в университетах, где студенты, может быть, там никто не говорил, что они принимают что-то, но просто они были вовлечены как-то, интересуясь этими вопросами. То есть мы говорили, что это касается не только того, кто принимает какую-то наркоту, но всем это касается. И мы обосновывали это на каких-то кейсах, случаях и так далее. Следующее направление – это акции. И проводили их как реакция на что-то или проводили проактивно тоже. Там в какой-то день там планировали что-то надо делать. И мы собирали там, начиная там с 500-700 людей, потом подошли до 2000, но уже в июне 2017 году, когда вот это уже кульминация росла, на нашей акции первый раз уже так 10 тысяч людей пришли. Последняя акция движения «Белый шум» началась ночью 12 мая 2018 года. Эта акция стала мощным спонтанным ответом на репрессии со стороны государства. В ту ночь грузинская полиция провела антинаркотическую операцию в столичных клубах «Басиани» и кафе-галерея, в ходе которой была применена сила и арестовано множество посетителей. Я помню, я сидела в галерее на 2-м этаже, на 3-м дискотека, на 2-м тоже дискотека, начинается после 12. И вдруг я слышу такой гром, знаете, вот забегают масками, автоматами, всех абсолютно к стене, вот так кидают все наркотики, всем бросают, вот так. Я была в шоке, я сама вот здесь родилась, я была в шоке. Никогда у нас такого не было, вот как тогда. А потом начались протесты, это было правильно, я тоже была там, и танцевала, и выходила. Мы типа плакали, ходили сзади, плакали, что не верим, что это так. В принципе, это было то, что для чего и мы работали, что вот эта сила, которая есть в активизме, вот она росла, потому что общество было вовлечено, не только сообщество, но все слои там общества, да. Акция у парламента проходила под лозунгом «Мы танцуем вместе, мы боремся вместе» и со временем переросла в настоящий многотысячный рейв в самом центре Тбилиси. Активисты «Белого шума» потребовали немедленных реформ карательной наркополитики Грузии, которая и стала причиной всех этих событий. Вечером 13 мая к протестующим на проспекте Руставели обратился министр внутренних дел Грузии. Он лично извинился за действия полиции и пообещал, что дело о спецоперациях в ночных клубах будет расследовано. Он также заверил, что ранее приостановленная работа над реформой наркополитики вскоре возобновится. Министр пригласил активистов стать участниками переговоров с правительством по этим вопросам. Поверив обещаниям власти, ночью 14 мая протестующие покинули центр Тбилиси. Однако власти так и не выполнили свои обещания. У нас всегда есть вот такое ощущение, что мы проиграли. И из-за этого очень страдаем, как активисты. Но потом
подумаешь, посмотришь назад и понимаешь, что очень много было достигнуто, правда. Поменялся совсем большая рисунка, вообще поменялся. Как понятие наркополитики, ожидания, которые есть в обществе. 3-4 года назад никто не ожидал, что вообще об этом можно было это вообще серьезно рассматривать. Сейчас люди ожидают, что политика поменяется, правда. Сегодня или завтра поменяется. Права человека, люди уже знают, как защищать свое право. Даже если Белый шум и все эти организации уйдут, люди уже самостоятельно это делают. Это такое достижение. Ты знаешь, никто вообще не говорил об этом. Единственное, вот то, что нам не удалось, это потому, что мы оказались очень доверчивыми. Мы оказались доверчивыми вот к нашим, так сказать, партнерам даже в парламент. Мы оказались, так сказать, узниками этих переговоров, своих же переговоров, которых нас, в принципе, втянули. И вот если кто-то еще раз, и будет это движение белого шума, или будут другие акторы в других странах, первое, что они должны учесть, что они делают политику. Потому что наркополитика – это политика. И когда ты в политике, тогда нужно и политические, минимальные навыки политической, вот, как ведение, деловедения, да. Ты знаешь, что если ты уйдешь, кто-то есть готов, который продолжит эту работу. Вот это самое главное, потому что ты знаешь, что ты без следа не умираешь. А как ты думаешь, как должно быть, какие законы должны, какой наркополитика должна быть? Наркополитика должна быть такая, как в любом цивилизованном государстве. Во-первых, должны быть пункты. Как вот существует метадоновый, да, там, героиновый. У кого как. У каждого человека по-своему устроен организм и по-своему восприятие. Это раз. Во-вторых, лечение должно быть обязательно добровольно и бесплатно. Должны быть реабилитационные центры, и ни в коем случае никакой уголовной ответственности за это употребитель не должен нести. Пока некоторые постсоветские страны постепенно скатываются назад к авторитарным режимам, в Грузии набирает силу весьма необычная для консервативного Кавказа оппозиция. Политическая партия Гирчи, что в переводе с грузинского значит «шишка», появилась в 2015 году. Сегодня цель этой партии – попасть в парламент на ближайших выборах и провести радикальную реформу наркополитики в стране. Лидер партии Зураб Джапаридзе был одним из тех, кого арестовали у стен парламента во время многодневной акции «Белого шума». Батона Зураб согласился принять нас в офисе партии и поговорить о разных интересных вещах, в том числе и о том, как победить в ситуации, когда наркополитика стала политикой. Если посмотреть на это со стороны законодательства, то мы думаем, что все наркотики должны быть легальными. Мы начали с марихуаны из-за того, что потребителей марихуаны гораздо больше в этой стране. Это где-то 300-400 тысяч человек. А потребителей, так сказать, этих тяжелых, так называемых наркотиков, там героин или другие, их где-то 50-55 тысяч человек. И объяснить людям, почему наркотики должны быть легальны, для нас было легче на примере марихуаны. Мы считаем, что проблемы, которые связаны с наркотиками, решение этих проблем лежит в легализации всех наркотиков. На сегодняшний день Гирчи – одна из самых активных и креативных политических партий Грузии. Помимо борьбы за легализацию наркотиков, они активны по многим направлениям. Зарегистрировали свою церковь и отстаивают либертарианские взгляды. Обычная тактика Гирчи – делать безумные вещи, привлекая тем самым внимание. И часто акции, которые они проводят для продвижения своих идей в массы, довольно рискованы, как для имиджа самой партии, так и для свободы ее лидера Зураба Джапаридзе. Мы поняли, что надо делать что-то резкое, чтобы люди посмотрели на тебя и начали слушать. И поэтому это был
31 декабря 2016 года мы посадили марихуану 84 человека, то есть в принципе вся партия и еще несколько волонтеров посадили марихуану, и за это нас должны были посадить, там, если я точно помню, с 7 до 20 лет в тюрьму. Ну, мы знали, что мы рисковали, но все равно понимали, что у нас есть какой-то иммунитет из-за того, что мы называем себя политической партией. И нас не смогли арестовать, в конце концов, они просто только меня оштрафовали на 500 лари, но случилось то, что в регионах, где люди потребляют марихуану, если человек там выращивал какой-то куст, ее арестовывали, после этого акта они уже не смогли никого арестовать, потому что они говорили, что почему и меня арестуете. Вот там по телевидению, и нас там освещали все телевидения, которые, и не только телевидение, все медиа, что существует в Грузии. Они уже говорили полицейским, что если вы их не арестуете, почему вы меня арестуете. Стратегия политической борьбы самая эффективная такая, что мы делаем что-то экстраординарное, все на нас смотрят, считают нас сумасшедшими, а потом у нас есть время им что-то объяснить. И мы им объясняем, и потом они думают, что да, они может быть, чокнутые, но они умные вещи говорят, и потом нас слушают. Вот так мы степ-бай-степ продвигаемся. Главный слоган партии Гирчи – «Больше свободы». Памятуя о том, что на войне все способы хороши, они в некоторых случаях выступают как партия, в других как неправительственная организация, в третьих как церковь или же как группа активистов. Порой кажется, что партия Гирчи способна принимать любую форму, исходя из того, какая больше подходит для решения той или иной задачи. Зачастую они ставят все с ног на голову и не признают авторитетов. По крайней мере, выглядит это именно так. Как только им удалось привлечь внимание общества и медиа к проблеме криминализации марихуаны, они сразу же изменили тональность своих выступлений, терпеливо объясняя свои необычные и весьма смелые для консервативного общества идеи самым непримиримым оппонентам. К этому можно относиться по-разному. Однако нужно признать, что до них никто из политических сил в Грузии никогда не пытался говорить с людьми на эту тему. Мы долго думали, как людям объяснить, что такое свобода, потому что люди это слово понимают по-разному. Мы хотели им объяснить, как мы понимаем, и мы думаем, что это правильное понимание свободы. И в какой-то момент мы поняли, что прежде чем людям объяснить там разные аспекты экономики, допустим, почему налоги должны быть низкие и почему государство не должно тратить столько денег и так далее, потому что это тоже все связано с свободой. Мы должны объяснить им основы свободы. И потом поняли, что людям сперва надо объяснить, что свобода начинается с собственности своего тела. Если твое тело не принадлежит тебе, то ты тогда не свободный человек. Марихуана, тема марихуаны подвернулась, и мы поняли, что из-за того, что очень много людей там потребляют марихуану, из-за того, что у нас такая вот идиотская наркополитика, и люди сталкивались с государством, и у них были проблемы из-за того, что они потребляли марихуану, мы поняли, что если объяснить на примере марихуаны, что ваше тело принадлежит вам, и вы можете со своей телом делать что угодно, до тех пор, пока вы не причиняете вред другим людям, и это объяснить на примере марихуаны, что в том числе вы можете сделать что угодно, то есть убить себя можете, да, если хотите. Если честно, я вначале думал, что людям будет так трудно это понять. Я долго смеялся, когда впервые столкнулся с человеком в эфире одного из телевидений, и человек начал мне объяснять, что нет, мое тело мне не принадлежит, оно принадлежит обществу или государству. Да? Типичные какие фашистские или там, коммунистические какие взгляды. И очень много людей, особенно молодых людей, поняли, чего мы хотели объяснить и чего мы хотели достичь. И это повлияло на их мировоззрение, можно сказать. Они сначала заинтересовались темой марихуаны, потом начали нас слушать, и потом они заинтересовались там с разными аспектами, что мы думаем об образовании, об экономике и так далее, и так далее. Да. После серии акций, направленных на легализацию марихуаны, активисты из Гирчи подали иск в Конституционный суд Грузии, целью которого было вывести употребление марихуаны из-под уголовной и административной ответственности. В Конституционном суде мы выиграли первое дело и декриминализировали потребление марихуаны, то есть за потребление марихуаны уже не было там тюремного наказания или что-то в этом роде, но еще оставался административный штраф 500 лари. И после
выигрыша первого дела мы еще раз пошли в Конституционный суд уже, и потом это уже было в этом году, 30 июля мы выиграли второе дело, и Конституционный суд отменил этот административный штраф и сказал, что потребление марихуаны – это часть свободы человека. То есть, если человек никому другому не причиняет вред, то со своим здоровьем, со своим телом он или она может сделать что угодно. Вот так мы дошли до полной легализации потребления только. То есть, у себя дома вы можете курить сколько угодно, и вас не тронут. Но реализация, культивация и так далее, это все еще запрещено. Но декриминализовано отчасти. То есть, если у вас найдут дома то, что вы вырастили, один куст, например, или два куста, не имеет значения, вас могут заставить заплатить какой-то штраф. Но в тюрьму сажать уже не будут. Мы продолжаем эту борьбу. Мы еще организовали фестиваль марихуаны, где я раздал там 3 джойнта разным людям, тем самым показывая, что это нормальное явление. Люди, которые потребляют марихуану, они друг другу передают джойнты. Это нормально, мы все это делаем. И если кто-то потребляет марихуану, то он или она это делали, наверное, не знаю, десятки или сотни раз. Да? И нельзя это называть там, реализацией, из-за этого людей арестовывать. И пока что они еще меня не арестовывали. Но дело еще не закрыто. Но я не думаю, что они пойдут на мой арест, потому что опять-таки мы думаем, что у нас есть некий иммунитет из-за того, что это политическая партия, я политический лидер. Всего год назад активисты Гирчи выращивали семена марихуаны у себя в офисе. В то время они и представить себе не могли, что все так быстро изменится. Они смогли сделать так, что теперь абсолютное большинство людей в Грузии считают, что за употребление марихуаны нельзя арестовывать и сажать в тюрьму. Сегодня де-юре закон не изменился, потому что решение Конституционного суда должно быть подтверждено изменениями в Уголовном кодексе. Но де-факто теперь все иначе. Употребление больше не является преступлением, и многие люди покупают семена за границей и начинают выращивать марихуану у себя дома. Я начал работать на тему наркополитики где-то 12-13 лет назад, когда я работал в разных международных организациях, в том числе ООН. И тогда я помню, что союзников вообще не было. А на данный момент вы не сможете найти в Грузии одного нарколога, который скажет, что за потребление марихуаны людей надо сажать в тюрьму. Такого уже нету. И есть еще разные группы, которые, они может быть, не политические группы, но они борются за то же самое. То есть White Noise Movement, это белый шум, они много чего сделали. Есть еще разные неправительственные организации, есть коалиция неправительственных организаций, там около 40 организаций, которые подготовили законопроект, который сейчас лежит в парламенте, его приостановили, но этот законопроект, если бы его приняли, в принципе, произошла бы декриминализация потребления всех наркотиков. Но когда все дошло до конца, и все думали, что вот сейчас они примут, потом там грузинская церковь вышла против этого, и вы же знаете, грузинская церковь – это очень авторитетная организация в Грузии, и все политики в принципе подчиняются им, и все сразу сказали, что нет, и приостановили этот законопроект. То есть есть много разных групп, которые с нами в этом деле, у нас есть разногласия, связанных с некоторыми вопросами, как мы видим, будущее, и как все это должно быть регулировано, и мы за полную легализацию, они в основном не за полную легализацию, но за декриминализацию и так далее, но они все равно наши сотрудники. Но потом есть очень много консервативных групп, и за ними стоит грузинская церковь, которая против этого. В 2018 году Зураб Джапаридзе стал кандидатом на президентских выборах Грузии. По итогам первого тура, прошедшего в октябре, он набрал 2,26% голосов и занял 6-е место. Это очень хороший результат для молодого политика. В 2020 году Гирчи планирует участвовать в парламентских выборах, как минимум для того, чтобы иметь площадку для выражения своих идей, которые сильно отличаются от всего, что говорят другие грузинские политики. У меня, если бы я стал президентом, я помиловал всех людей, которые сейчас сидят в тюрьме. Не имеет значения, они продавали, потребляли или что делали. Да, это был бы мой первый указ.
будущее наркополитики и в Грузии, я думаю, что во всех там развитых странах будет идти по пути либерализации. И я надеюсь, что дойдет до легализации. Есть две категории. Для одной категории, помните, для одной категории наркотик – это цель жизни. Для этой категории наркотик смертелен. Есть другая категория, у которой есть своя цель. А наркотик – это некий инструмент, который помогает достичь цели. Для этих людей наркотик необходим. Человек сам должен почувствовать, когда у тебя начинается зависимость, если она тебя сломает, все, считай, ставь на себе крест. Если ты ее сломаешь, значит ничего. Вот и все. В романе известного грузинского писателя Надара Думбадзе «Белые флаги» главный герой, несправедливо осужденный за убийство, попадает в тюрьму. Но даже находясь в заключении, пытается найти правду и доказать, что не он совершал это преступление. Мы провели в Грузии несколько дней, услышали огромное количество человеческих историй и не могли уйти от ассоциации с этим романом. Все встреченные люди говорили нам об одном – о невероятной несправедливости, желании найти правду и о том, чтобы стены тюрьмы, которую вокруг них построила репрессивная государственная система и общество, наконец-то рухнули. Вот есть такой миф, что вот 4 года ты сидел в тюрьме, не принимал наркотик. Значит, они думают, что если 4 года ты не принимал, значит все, закончи. Они не думают, что это просто физически ты можешь быть чистый, а психологически, да, к сожалению, да, это борьба на всю жизнь. Я хочу, чтобы не употреблял, но все равно как будто в мозге сидит. Утром встаешь, сразу же лекарство. Закодирован когда. Неправильное мышление правительства, что они думают, что если арестуют, то человек испугается. Я, конечно, испугалась. Я была женщина, которая жила в свое удовольствие. У меня все в шикарном доме, в поездках, в хорошей атмосфере. И вдруг попадаю в тюрьму, где те утром заходят, вставать, лежать. И, в общем, конечно, я испугалась. Я не захотела второй раз туда попасть и боялась, что вот я сейчас замечена, теперь за мной наблюдают. У меня даже фобия была, что за мной кто-то следит. Но когда я уверена стала, что никто за мной не следит и что про меня уже забыли давно, как только попался случай, так сразу меня потянуло. Мы уезжали с тяжелым сердцем и в то же время с надеждой, что в этой маленькой стране рано или поздно произойдут большие реформы. И мирные белые флаги, под которыми сегодня потребители наркотиков, политики, активисты и многие другие люди борются за свою свободу и права, будут развиваться над всей Грузией. Вероятно, это все не ново. Ночь темна, в углу трещит сверчок. Я сегодня словно Сандрильона, потерявшая хрустальный башмачок. Я еще вчера была на бале, но часы ударили звеня, и ножом гильотины стали падать их удары на меня. Выскользнуть из зала я решилась. В замке был в разгаре пышный бал. Вдруг я на ступеньках оступилась. Башмачок с ноги моей упал. Била полночь,
Башмачок разбился. Мне уже осколков не собрать. Мой наряд в лохмотья превратился. Я успела только убежать. Под покровом карнавальной маски, в рубище под шелковым плащом, в полночь убежала я из сказки, от стыда не помня ни о чем. Впереди еще невзгод немало. Бой часов судьбу мою взорвал. Я, наверное, всю бы жизнь отдала за еще один такой же бал. Но не повторится бал тот снова. Напророчил мне беду сверчок. Я сегодня словно Сандрильона, потерявшая хрустальный башмачок.